«Здравствуйте!» Он стоял перед ней и улыбался. «Здравствуйте», — ответила она и внимательно посмотрела на него. «Мы разве знакомы?» «Нет», — он пожал плечами и продолжал улыбаться. «Нет, мы не знакомы». «Ага», — усмехнулась она. «Очередной охотник до курортного романа? Понятно, но вы не по адресу». «Что вы?» — он поднял руки. «Какой там роман? Нет, вы меня совсем неправильно поняли». «Отчего же?» Она продолжала улыбаться, но уже с некоторой ехицей, говоря всем своим видом: «Давай, давай, заливай, вешай мне лапшу на уши, мы это уже проходили». И добавила: «Нет, я думаю, что я вас правильно поняла». «Да ладно», — не смутился он, — «пусть будет так, как вы думаете, я даже спорить не стану». «Ах, даже так?» Было видно, что ее забавляет данная ситуация. «То есть вы не отрицаете, что решили закрутить со мной курортный романчик?» «Если я буду отрицать, вы же не поверите?» «Правильно, не поверю. Вот не поверю и все. Хоть что мне говорите». «Поэтому и не буду ничего говорить». Он развел руки в стороны и пожал плечами. И без перехода продолжил. «Вот здесь...» Он показал пальцем в сторону кафе, которое стояло на самом берегу моря. «Жарят очень вкусные чебуреки. Составьте мне компанию, а?» «Это что, у вас такой способ знакомиться?» Она уже была готова рассмеяться. «Даже не в ресторан, а в чебуречную. А что, не в обычную столовку?» «По чебуреку съедим, и все. Поверьте мне, они божественны», — продолжил он, не обращая внимания на ее усмешки. «По чебуреку?» «По чебуреку. И все? А что еще? Лично я хочу чебурек или два, но одному мне скучно. А так мы пообщаемся, а вдвоем гораздо веселее. А потом разойдемся». «И все? И вы не будете...» «Нет», — перебил он ее, — «совсем не буду». «Интересно». Она на секунду задумалась и, тряхнув головой, улыбнулась. «Ну что ж, пошли кушать ваши божественные чебуреки. Но смотрите, не дай бог вы меня обманули». Чебуреки уже на первый взгляд были действительно хороши. Большие, поджаристые, с хрустящей корочкой, толстенькие, с распухшим боком. Чувствовалось, что кроме большого количества начинки, в них был еще и бульон. «Ну что?» Он поставил на стол 2 тарелки с чебуреками и 2 стакана чая. «Как вам этот шедевр?» «Да», — улыбнулась она, — «не обманули. А какие они большие, и на вид действительно хороши. А как на вкус?» «Сейчас будем пробовать», — усмехнулся он. «Только прошу вас, не торопитесь и аккуратнее. Там внутри бульон, а он очень горячий. И запомните, такие чебуреки едят стоя». «Да нет же», — он махнул рукой, когда увидел ее вопросительно удивленный взгляд. Он взял свой чебурек за самый кончик и за край середины, поставил на тарелку, аккуратно откусил и улыбнулся. «Там внутри вкуснейший бульон, поэтому аккуратно откусываем еще и еще раз, чтобы удобно было пить, а потом уже можно насладиться самой начинкой». «М-м-м», промычала она, откусив краешек от своего чебурека. «А какое тесто вкусное, хрустящее и мягкое! А я говорил, они божественны. Теперь попробуйте бульон, только подуйте немного, чтобы он остыл». «М-м-м», она продолжала мычать от удовольствия и улыбаться. «Вот», — произнес он с улыбкой победителя, — «чувствуете вкус? Всего в меру. А тесто как вам? А начинка? Действительно вкусно. Очень. И, согласитесь, вдвоем действительно удобнее кушать чебуреки». «Да, вы правы. Сама бы я обязательно облилась бульоном и перепачкалась вся. А так, ну очень. Спасибо вам. Завтра точно сюда опять приду». Потом они говорили про море, про арбузы, про дельфинов, которые сегодня подплыли совсем близко к берегу. А какие горы! Они так близко и такие высокие, и уже в снегу. Так ведь скоро осень, уже конец августа, а там сентябрь. А вода какая теплая. Я сегодня целый час не могла вылезти на берег. Все плавала, плавала и почти не загорала.
А я люблю утром, пораньше, когда ветерок с ущелья. Он бодрит, тогда и вода кажется теплее. А вы давно здесь? Нет, но я всегда сюда приезжаю. А я первый раз приехала. Подруга посоветовала. Ехала и боялась. Но чебурек, даже самый большой, имеет свойство заканчиваться. Она с сожалением посмотрела на пустую тарелку, вздохнула, взяла салфетку и стала вытирать руки и губы. А теперь она вопросительно посмотрела на него. А теперь пьем чай. Нет, чай я не хочу. А вот чай после чебурека надо обязательно выпить. Во-первых, он утолит жажду, а во-вторых, он улыбнулся, просто ополоснете рот. Ну, вкус мяса во рту после чебурека, но вы понимаете меня. «И как вам? Лучше?» — спросил он, когда она сделала несколько глотков из своего стаканчика. «Лучше», — ответила она с улыбкой. «Вот и все». Он поднялся. «Спасибо вам за компанию. Я получил не только удовольствие от поедания чебурека, но и еще от общения с вами». «И что, все?» — она с недоверием смотрела на него. «Просто поели чебуреки и поболтали немного?» «Ну да. А вы что думали?» «Да ничего, просто такого не может быть». «Какого?» «Нет, ничего. Все». И она, сделав несколько неопределенных движений рукой, коротко рассмеялась. «А я уже приготовилась отражать ваши атаки». «Какие?» «Ну, там... Ладно, проехали. Значит, расходимся?» «Нет, если вы хотите еще чебурек, то я не против». «Нет-нет», — она уже рассмеялась. «Нет, мне достаточно одного. Он просто огромный. А как вас хоть зовут-то, чудак-человек? А зачем вам? Мы вкусно провели время и больше, возможно, не встретимся. Пока-пока, милая девушка». Он помахал ей рукой и уже собрался уходить. «И даже не проводите?» «А зачем?» Он смотрел на нее и улыбался. «На улице день, даже не вечер». «Ну вы и нахал», — рассмеялась она. «Завлекли меня на чебуреки и даже проводить не хотите. Всего могла ожидать, но такого...» «Заметьте, не я это предложил», — произнес он с улыбкой. «Так в какую нам сторону?» «Туда», — она показала указательным пальцем, куда им надо идти. Ну что ж, он пожал плечами и виновато улыбнулся. «Туда так туда. На чем мы остановились? Вы не захотели назвать свое имя. Вы скрываетесь?» «Нет, что вы. Боюсь, что вы мне заморочите голову, а потом коварно бросите». «Что? Я? Ну вы действительно. Нет, нет, так не бывает. Это получается, я вас заманиваю?» И она рассмеялась. «Признавайтесь сейчас же, как вас зовут?» «Николай. А вас?» «А я Мария». «Так откуда вы такой, Николай, приехали отдыхать?» Так и шли они потихоньку, разговаривали и смеялись, смеялись и разговаривали. Она рассказывала про свой город и про работу, а он про свой, про то, что приезжает сюда за тишиной и одиночеством, но иногда хочется поговорить. Ага, она не могла не вставить шпильку. За одиночеством приехал, а чебурек лопать обязательно вдвоем? Да, он кивнул головой, чебурек обязательно вдвоем. Да и взгляд у вас был совсем нерешительный, неуверенный, поэтому я вас и пригласил. Что значит неуверенный, нерешительный? Вы, Николай, только к девушкам с нерешительным взглядом подкатываете? Нет, я вообще ни к кому не подкатываю. Просто хотелось чебурек, а в одиночестве его кушать скучно и невкусно. А вы, по моему мнению, должны были согласиться. Вот завтра будете кушать чебурек в одиночестве и вспомните меня. Да ладно, что там, сиди и жуй его, какая беда. Вот, кстати, и мой дом. Здесь я снимаю комнату. Они остановились около ворот, где за оградой стоял двухэтажный дом. «Вон мое окно на 2-м этаже», — сказала она и замолкла. «Ну, значит, все, надо прощаться». «Да, надо. Пока-пока», — он повернулся, чтоб уходить. «Мы еще встретимся? А надо?» «Не знаю. Наверное, надо». «Значит, встретимся», — улыбнулся он и помахал ей рукой. «Ну, Николай, где же вы были?» Они столкнулись через 2 дня около кафе, где ели чебуреки. Он зашел туда купить воды. Время было обеденное, солнце было в зените, камни на берегу раскалились до предела, и пора уже было уходить, чтоб, немного перекусив, прилечь отдохнуть. Он любил это время.
После купания хотелось сытно пообедать, лечь в кровать и провалиться в сладкий сон. Ведь на берег он выходил рано, когда солнце еще только-только вставало над горизонтом, и его лучи скользили по водной глади, окрашивая морскую синь в золотистый цвет, когда утренний бриз бодрил и заставлял организм проснуться, а море будто замерло в ожидании дневной жары. Оно еще отдыхало, еле шевелилось и с тихим шорохом перебирало прибрежные камешки. «Как где?» — смутился он. Купался, загорал, а вечерами просто сидел на берегу и смотрел на закат. «Где? Я вас не видела. И вообще, почему вы не идете кушать чебуреки?» «Так», — он не знал, что и ответить. «Так, не каждый же день. А вы?» «Я кушала. И знаете, вы были правы, чебуреки лучше есть вдвоем». «Вот», — он улыбнулся, — «а я вам говорил». Они вдруг замолчали. Она не решалась сказать, что ей его немного не хватало эти дни, а он не хотел признаться, что немного думал о ней. «А что, может, по чебуреку?» — предложил он, чтобы разорвать это неловкое молчание. «По одному? Или вы, Мария, не хотите?» «Конечно, хочу. А вы приглашаете?» «Да, я вас приглашаю на свидание в чебуречную». И они рассмеялись. Неловкость и натянутость как рукой сняло, и они направились в сторону кафе. «А давайте вечером погуляем», — предложила она после некоторого молчания. Они стояли около дома, где она снимала комнату. «Вы меня приглашаете на свидание?» — спросил он и пристально посмотрел на нее. «Да», — ответила она тихо. «Что тут такого? Мы же только погуляем, и все. Будем смотреть на закат, дышать морским воздухом». «Да», — подхватил он, — «потом будем смотреть на звезды. Знаете, Мария, здесь небо удивительно звездное. Оно как черное бархатное покрывало, усеянное драгоценными камнями. Они все переливаются, мерцают, и вообще очень красиво. Значит, будем еще смотреть на звездное небо? А вы знаете, Мария, южная ночь очень опасна». Он смотрел на нее и улыбался. Она колдует, она заманивает, и стоит только окунуться в ее темноту, то уже тяжело сбросить колдовские чары. Вы не боитесь этого, а? «Да ладно вам, Николай, какие там колдовские чары? Не пугайте меня». «Точно вам говорю», — он смотрел ей в глаза, — «заколдует нас с вами южная ночь. Что будем тогда делать?» «Вот когда заколдует, тогда и будем думать», — рассмеялась она. «Но я не боюсь, меня не заколдовать», — с трудом выговаривала она сквозь смех. «Так что сегодня я вас приглашаю на свидание, коль вы меня, Николай, боитесь». «Я боюсь», — смутился он. «Это так заметно?» «Заметно и очень». «Тогда, значит, до вечера?» «Да. А где?» «На том же месте, в 7». Ее он увидел издалека. До 7 еще было время, а он не любил опаздывать, и поэтому решил прийти пораньше. Он считал, что опаздывать или являться на свидание минута в минуту для мужчины непозволительно. Приходить надо немного раньше, чтобы успокоиться, подумать и привести свои мысли в порядок. Так он, собственно говоря, и сделал. Пришел на 10 минут раньше, но Мария уже стояла и ждала его. Это его немного опечалило, создавалось впечатление, что он опоздал на свидание. «Здравствуйте, Мария», — улыбнулся он. «Извините, я немного опоздал. Вот», — и протянул ей декоративную ромашку. «Не обижайтесь». «Что вы, Николай, это я раньше пришла. Большое спасибо». Она взяла цветок и понюхала. «А как вы угадали, что я люблю ромашки?» «Не знаю, просто захотелось именно ромашку. Пойдем?» «Пойдем. А куда?» «Пойдем вдоль моря. Будем дышать и разговаривать». «Вечерний моцион?» «Да, что-то типа этого. Мы же за этим сюда приехали. За здоровьем». «Да», — улыбнулась она, — «за здоровьем, ведь скоро зима». «А у вас зима совсем не зима, а сплошная сырость и промозглость. Вам обязательно надо дышать морским воздухом». «Надо», — согласилась она, — «и не только воздухом дышать. Надо еще отдыхать, нервы успокаивать, да много чего надо». «А смотрите, Николай, какая луна!» «Охо!» Луна действительно была огромная и яркая. Она показалась из-за гор, словно огромный воздушный желтый шар, и на нем отчетливо были видны лунные моря и горы, а если как следует присмотреться, то можно было разглядеть и кратеры вулканов.
А может, это воображение, но хотелось бы верить, что это именно так. «Мария, смотрите», — Николай показал на Луну. «Видите, вон там, темное пятно на Луне, сверху. Это море дождей. А сюда вправо 2 темных пятна, как бы сросшиеся. Видите? Это море ясности и море спокойствия». «Что?» — она смотрела на него с удивлением. «Вы знаете еще и лунные моря?» «Ну, он немного смутился. Там их не очень много. Есть еще море ясности, облаков, оно вон там, ниже моря дождей. Еще есть море изобилия и океан бурь. Ну и еще несколько. Но я думаю, хватит». И он рассмеялся. «А то я вас утомлю». «Вот это да! А я на Земле-то морей не знаю, не то что на Луне». «Это ерунда», — ответил он. «Это я в школе интересовался немного. Думал астрономом стать. Думал, буду сидеть в обсерватории и наблюдать за звездами. Мне казалось, это так романтично. Ты один сидишь и смотришь в телескоп, а звезды перед тобой как на ладони. Все-все, а ты их разглядываешь, и вдруг замечаешь вдали, одна звездочка движется в сторону Земли. Ты пытаешься рассмотреть ее и понимаешь, что это корабль пришельцев. Представляете, какой фурор будет на Земле? Ну, звездный корабль. Хотя почему бы нет? Она смотрела на него и улыбалась. Или неизвестная науке комета. Тогда ее назовут моим именем, и я стану известным всему миру, правда, в очень узких кругах. Но это я так мечтал в школе. Ну а почему не стали астрономом? Перестали мечтать? Нет, он усмехнулся. Все более прозаично и приземленно. Я двоечник, почти. Обидно? Нет? Почему? Тогда бы я не встретил вас, и мы бы сейчас не гуляли по берегу моря. Да, и не ели бы чебуреки. Я бы сидел на горе в своей обсерватории и занимался записями, иногда смотрел на звезды и мечтал спуститься на землю, чтобы поговорить с людьми. Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Нет, правильно», — бормотала она, немного смутившись, но руку не отдернула. «Смотрите, Мария, уже совсем ночь». Он расстелил свою кофту на камнях. «Присаживайтесь, а я, с вашего позволения, лягу на камни, пока они теплые». И луна уже идет к горизонту. Охо, так быстро время. Уже 10. Вы торопитесь? Тогда я вас провожу. Нет-нет. А какое небо! А луна нами наблюдает, вы видите? Вижу. О чем, интересно, она думает? Я думаю, ни о чем. Нет, она смотрит на нас и думает, почему этот мужчина такой нерешительный. И, наклонившись над ним, она поцеловала его в губы. «Мария». «Что?» Она замерла в ожидании его слов, а он привлек ее к себе и нежно одними губами дотронулся до ее губ. Потом еще, еще и еще. «Что вы делаете со мной?» — шептал он, покрывая ее лицо и шею поцелуями. «Да, да, еще!» — шептала она. «Но так же нельзя!» — он продолжал ее поцеловывать. «Обязательно надо. Я так давно тебя ждала. Что будет потом?» Он никак не мог оторваться от нее. «Будь что будет», — шептала она, покрывая его грудь поцелуями. «Да, будь что будет, но так же нельзя. Нужно». Она не могла оторваться от него. «Ты такой», — шептала она и опять впивалась поцелуем в его губы. «Ах, южная ночь, ты настоящая колдунья. Ты накрываешь своими чарами всех, кто приехал сюда отдыхать. Стоит им только выйти на берег, и они пропали. Словно паутиной ты окутываешь и заставляешь терять голову, бросаться в омут страсти и необдуманных упустков. Твои чары невозможно разорвать, и надо иметь большую силу воли, чтобы справиться с ними. Но где взять эту силу, если рядом с тобой та, которую, может, ты искал всю жизнь, если она смотрит в твои глаза, и ты чувствуешь, что тонешь в них, ты растворяешься, ты пропадаешь? Южная ночь. Ты накрываешь своим колдовским покрывалом и заставляешь терять голову даже тех, кто никогда об этом и не думал, кто давно забыл, что такое страсть и любовь. Что ты делаешь с людьми, южная ночь? Но они тебе за это благодарны, потому как эти минуты, возможно, для кого-то больше никогда не повторятся, и память будет преследовать их всю оставшуюся жизнь, напоминая о мимолетном счастье, и человек, проснувшись утром, вдруг на мгновение замрет, а потом вздохнет с сожалением и начнет собираться на работу. Ах, южная ночь, ты настоящая колдунья, кому-то ты колдуешь счастье.
А рано утром он собрал вещи, попрощался с хозяйкой и уехал на вокзал. Там купил билет, и уже через 1,5 часа поезд увозил его домой. «Правильно ли я поступил?» — спрашивал он себя и не находил ответа. Когда-то давно, еще в школе, он прочитал рассказ, в котором один монах, чтоб не поддаться женским чарам, отрубил себе палец. Тогда он поразился этому поступку и посчитал его совершенно глупым. Зачем себя калечить, если можно просто не открывать дверь? Только сейчас, спустя годы, он понял причину этого поступка. Он понял, что если останется еще хоть на 1 день, то пропадет, погибнет, растворится в омуте ее глаз. Он чувствовал, как любовь стучится в его сердце, и оно уже готово открыться этому чувству, оно давно истосковалось по нежности и ласке. Но он боялся этого, он боялся новых отношений. И вот он уезжает, а сердце сопротивляется этому безумному поступку. Он чувствует, как ноет его душа, она ведь еще вчера развернулась и стала судорожно впитывать крупицы неожиданного счастья, которые посылала ему колдунья ночь. Но он знал, что если пустит в себя эту страсть, то погибнет все, что у него есть, все, что с такой любовью и таким трудом он строил. Он очень боялся этого урагана страстей, сладких, ласковых и бесконечно нежных, которые могут сделать счастливым, но могут и причинить страшную боль. Он проходил это и давно уже никому не верил. Жил один, в своем коконе, где ему было хорошо, спокойно, и он знал, что все, что ему надо, у него есть. А она ждала его, приходила к кафе и надеялась, что сейчас он выйдет из переулка, улыбнется ей своей нежной улыбкой и обнимет, как вчера. Но он не приходил. Разные мысли кружились вокруг нее, но она отгоняла их и надеялась. Ведь только вчера она почувствовала, что готова опять любить и хочет любить этого человека, который не такой, как все, который просто смотрит и улыбается, но с ним почему-то интересно и хорошо. Он идет рядом и даже не пытается обнять, и ей приятно его присутствие. И голос у него необычный, красивый и нежный, а когда он смеется, то и ей радостно, да и вообще он весь необычный, хоть и слеплен из одних недостатков, но они настолько дополняют друг друга, что их совсем не замечаешь. «Ну где же он? Где?» — ноет сердце и ноет ее душа. «Куда ты пропал? Мне тебя так не хватает. Вот и чебуречная закрылась, а тебя все нет и нет. Уже луна смотрит на меня, да так пристально. А что я ей должна сказать? Почему я одна? Не знаю. Луна, где он? Может, ты знаешь?» Мария смотрит на луну, а слезы сами катятся из ее глаз. «Помоги мне, луна, ты все знаешь, ты все видишь. Где он?» А луна молчит. Ей нечего сказать. Много счастья она видела, но и много слез тоже. «Как же так?» — ноет душа. «Почему ты не взяла номер его телефона? А может, он заболел и лежит сейчас один с высокой температурой, а я даже не знаю, где он живет?» На следующий день он тоже не пришел, и через день тоже. А на 4-й день она поменяла билеты и уехала домой. Вот и все. Она попыталась вдохнуть счастье полной грудью, но не получилось. В свое время обожглась и уже никому больше не верила, а тут вдруг сердце само затрепетало, потянулось к человеку, да так это все было неожиданно для нее, что она сначала растерялась, а потом решила, будь что будет. Не получилось. Осталась боль и недоумение. Уже дома он понял, какую совершил ошибку. В этот же день решил вернуться, и ведь вернулся, с надеждой бежал к дому, в котором она снимала комнату. «Хозяйка!» На его зов вышла женщина. «Вам комнату? Есть одна, только сегодня утром освободилась». Сердце упало, он даже немного побледнел. «Вам плохо? Может, воды?» — спросила женщина. «Нет, спасибо», — вымолвил он через силу. «А вот девушка Мария у вас жила, а она где?» — спросил он с надеждой в голосе. «Так я же говорю, она уехала. 2 дня плакала, а потом собрала вещи и уехала раньше времени». «А адрес не знаете, где она живет?»
«Город знаю, а вот точный адрес нет», — ответила женщина. «Да и зачем мне? Так, будете снимать комнату? Нет? Ну, тогда извините, мне надо на кухню». И она ушла. Вот вроде бы и вся история. А все так хорошо начиналось. Встретились два человека, кушали чебуреки, разговаривали, но потом один из них испугался, отчего обоим стало больно. Но он знает, где она живет и где работает, а это уже практически адрес, и кто знает, может быть, сейчас он съест чебурек, посидит немного, успокоится, все взвесит и поедет за ней. Придет на работу и увидит ее. Она будет сидеть за своим компьютером и сосредоточенно смотреть в монитор. А он станет в дверях и будет ждать, когда она оторвется от монитора и увидит его. А когда она поднимет свой взгляд, то уже не сможет ничего больше делать, только будет смотреть на него и плакать от счастья. Но это уже совсем другая история, и, возможно, я ее вам расскажу, но это будет потом. А сейчас не будем ему мешать думать.